Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. О, тихо-тихо. Блум, бжик, пам-пам-пам. Здравствуйте, ребятишки! Да, я прекрасно помню про недобитый марафон всех игр серии Суйкоден, давлеющий надо мной уже который год. Трудно, знаете ли, игнорировать дамоклов меч, который я же сам над собой и повесил. Тем не менее, это не помешало ленивому кардиналучу дотянуть до момента, когда начали выходить проекты на этот самый марафон в свое время и подтолкнувшие. Так что теперь я нахожусь в легком замешательстве, чему уделять внимание в первую очередь. И виновницей моей сегодняшней неопределенности стала Eiyuden Chronicle Rising, новая игра от создателей Суйкоден. То есть как бы от них, но не от них. Так, похоже, без пояснительной бригады тут не обойтись. Летом 2020 года на Kickstarter внезапно стало жарко. Никому неизвестные Rabbit and Bear Studios с ноги распахнули двери краудфандинг-площадки, объявили о создании новой JRPG в лучших традициях 32-битной эпохи и в короткие сроки сорвали большой пуш, собрав бюджет почти в 10 раз превысивший сумму, запрошенную изначально, и став таким образом одним из самых успешных игровых начинаний на площадке. На деле же все оказалось еще интереснее, ведь костяк новоявленной студии составили далеко не новички в игровой индустрии, а бывшие сотрудники Konami, отвечавшие за серию Суйкоден. Сценарист первых 3 частей и главный идеолог серии Йоситака Мураяма, художник первой и сценарист 4-й части Дзюнку Кавана, а также Осаму Комута, режиссер нескольких пост-мураямовских Суйкоденов. В общем, создавалось впечатление, что новый проект находится в надежных руках. Дальше интереснее. Разумеется, столь большой напор летящих в авторов денег не мог не привести к созданию некоторых сверхцелей, условий, которые разработчики обязуются выполнить при достижении определенных сумм, выходивших за рамки изначальных прошений. И если всякого рода локализации, новые персонажи и DLC логичны и понятны, то некая Companion Game, последняя сверхцель, на которую меценатам удалось собрать, вызвала немало вопросов, что означало сопроводительная игра в контексте Eiyuden Chronicle 100 Heroes на тот момент не понимала ни аудитория, ни, похоже, сами разработчики, предпочитавшие описывать цель в общих чертах, но без конкретики. Это какая-нибудь мини-игра или очередной DLC, только обозванный иначе? Или вообще отдельный проект, который будет создаваться параллельно с основной игрой? В итоге угадали те, кто предположил третий вариант. И вскоре после окончания Kickstarter кампании Rabbit and Bear Studios объявили о разработке полноценного приквела Eiyuden Chronicle в жанре экшен-RPG с видом сбоку, который еще и выйдет на год раньше основной игры. И если вы сейчас задаетесь вопросом, как они собрались своей могучей кучкой пилить сразу 2 игры параллельно, то тут даже гадать не придется. Зачем делать что-то самому, ежели можно скинуть все на аутсорс и просто время от времени посматривать, что у них там получается. И выбор пал на небезызвестных Нацуме Атари, еще одних уважаемых дедов игровой индустрии. Так что перед нами теперь не одна, а целых 2 причины для завышенных ожиданий. Ведь с одной стороны над игрой трудятся ветераны JRPG строения из Konami, а с другой известная компания с выдающимся игровым наследием, с которым, к слову, они обходятся вполне достойно, выпустив замечательные расширенные переиздания Wild Guns и The Ninja Warriors. Оправдала ли Eiyuden Chronicle Rising эти ожидания, или же она стала типичной игрой на сдачу? Это мы сейчас и постараемся выяснить. Впрочем, тут и выяснять-то нечего. Красивый, но средний по всем фронтам марафон квестов вида «подай-принеси» на 15 часов без каких-либо значительных достоинств и недостатков. 5 из 10. Конец. Ну, нет, конечно же, не может все быть настолько просто. Иначе какой смысл тогда в баночке джема? Так что не унываем. Будем сейчас разбираться более основательно в том, что ж такого Нацуме Атари нагородили. События приквела без основной игры отправляют нас в небольшое шахтерское поселение Новая Невая, которое из мало кому интересной жопы мира внезапно и к большому неудовольствию многих коренных жителей превратилось в оживленную торговую артерию региона. И виной тому стало недавнее мощное землетрясение, которое хоть и парализовало первичный доход города, но вместе с тем и открыло путь в древние катакомбы, потенциально усыпанные древними артефактами и знаниями. А к столь лакомым местам кого только не тянет. Прохиндеев жаждой быстрой славы, искателей приключений, бандитов, иностранных шпионов, временно безработных наемников, ну и, может, пару нормальных людей.
Последним с некоторой натяжкой можно отнести главную героиню Тину из клана Искателей Сокровищ, покинувшую отчий дом и отправившуюся в приключения, чтобы пройти обязательный отряд посвящения во взрослую жизнь. Задание простое. Любыми средствами, которые она посчитает для себя приемлемыми, раздобыть сокровище, ценность которого будет превосходить то, что однажды принес ее отец во время своего обряда. И только после этого она сможет вернуться домой. А планку батя задрал чуть ли не до небес, вытащив из брюха монстра огромную руническую линзу, местный ключевой ресурс для создания магии. Так что вариант с золотом-бриллиантами отпадает сразу, требуется рыбка покрупнее. И тут как раз начали витать слухи о свежеоткрытом древнем лабиринте, хранящем несметные богатства. И с мыслями о том, чтобы уделать отца на его же территории, Тина отправляется в Новую Неваю, чтобы тоже попытать удачу и найти руническую линзу феноменальных размеров. Только она не учла, что с того злополучного землетрясения прошло немало времени, и ушлый временный мэр города уже давно взял в оборот внезапно хлынувшее со всех сторон внимание к Новой Невае. Другими словами, теперь городское ополчение на пару с наемниками сторожат все входы и выходы. И если так уж хочется нырнуть в катакомбы с риском для жизни, то либо плати мэру сколько, либо сделай для развития города что-то полезное. И про грабительский налог с добычи не забудь. Пусть пока мы витаем вокруг да около, зато таким образом мы успели познакомиться со всеми главными действующими лицами этой истории. Тина – потомственная охотница со сокровищами, отправившаяся познавать мир и его, простите, сокровенные тайны. Чистый экстракт детской непосредственности, чем очень любит умилять, а то и бесить окружающих. Айша – та самая ушлая временный мэр Новой Неваи, обернувшая последствия стихийного бедствия на пользу города и теперь радеющая за то, чтобы мир между чужеземцами и коренным населением, с таким трудом налаженный, таковым и оставался. Гуру – суровый и прямолинейный наемник-зверочеловек, разбавивший этот девичник и ставший для него этаким батей, любит давить опытом и давать советы по жизни, попутно разнося всю недружелюбность в округе мечом поистине берсерковских размеров. Ну и про саму Новую Неваю забывать не стоит в том числе, потому как на протяжении всей игры с городком и его жителями придется свести самое близкое знакомство, поскольку ни о какой покупке разрешения на вход в катакомбы речи и быть не может. Тине придется пойти более, так скажем, социальным путем и немного поучаствовать в жизни города. Мэрия даже выдаст ей специальный альбом для марок. А сами марки ей будут лепить жители за выполнение их поручений. Соберет достаточно, получит разрешение. Чувствуете, чем пахнет? Ведь квесты, тысячи их. Сходи в лес и принеси несколько деревяшек. Сходи в лес и насобирай камней. Сходи в лес и насобирай травы. Сходи в горы и принеси трофеев с тамошней живности. Сходи в шахты и принеси немного руды. Особенно забавно видеть, что в этом мире существует бронзовая руда. А я-то думал, что это сплав такой. Но круче квестов «подай, принеси», только квесты «пойди, поговори». В них даже создавать иллюзию мышечного и умственного напряжения не придется. Достаточно просто пройтись по ключевым точкам на карте и прочитать все буковки на экране. Да и то последнее сугубо опционально. Дополняется картина также полной безотказностью юной девы, которая готова согласиться на все ради пополнения коллекции марок. Кстати, вынужден сделать крайне неожиданное для себя замечание. Выглядит Rising прям-таки очень сочно. Разработчики из Natsume Atari на удивление адекватно оценили свои возможности в рамках тех финансов, что им выделили на сопроводительную игру, потому они постарались сгладить неровности графики всеми доступными средствами. В итоге игра больше стала похожа на какую-нибудь пряничную сказку с пасторальными пейзажами и настолько выразительными задними планами, что желание ругать ее за треугольные кусты и местами мыльные текстуры на ближайших к оператору объектах куда-то улетучивается. Больше вопросов у меня вызвала анимация персонажей. Вместо того, чтобы рисовать все движения персонажей вручную, художники выбрали куда более экономный путь и просто разделили спрайты по суставам, отчего двигаются они примерно как куклы на шарнирах. Это не то чтобы плохо, но первое время производило впечатление халтуры. Возникает закономерный вопрос, а есть ли в Rising хоть какой-то геймплей? Жанр экшен-РПГ указан явно не для красоты, так что выбираться за стены Новой Неваи придется не только по дрова, но и по души локальных зловредов, варьирующихся от обычных и не очень монстров до бандитов и прочих мутных личностей.
Правда, пары приемчиков одной лишь тины едва хватает для создания чего-то интересного. Однако с расширением отряда доброхотов появится и первое разнообразие. Тина, например, умеет не только рубить врагов в труху, но и делать рывки в стороны, получая в процессе кадры блаженной неуязвимости. Гуру нетороплив, да еще и перемещается прыжками, что даже ощущается как-то по-другому. Зато умеет блокировать, контратаковать, да и лупит мечом он прямо от души. Айша, в свою очередь, полагается исключительно на стихийную магию, которая хоть и полезна на средних и дальних дистанциях, но в ближнем бою чаще заставляет думать о тактическом отступлении. Но важно то, как эта троица управляется, ведь играть-то надо за всех разом. И если в городе персонажи перемещаются классическим паровозиком, то в более недружелюбных местах под вашим контролем находится только один герой, в то время как остальные ждут своей очереди где-то там. Реализовано это легко и интуитивно на практике, но на словах поди объясни. Каждому персонажу под атаку выделена отдельная кнопка, и когда мы атакуем врага не тем персонажем, кто сейчас на экране, текущий герой уходит в тень, и бой продолжает тот член команды, кого мы таким образом как бы вызвали. И менять персонажей можно вообще без ограничений и когда угодно. Даже более того, если сменить героя не просто посреди боя, а точно подгадать момент нанесения удара, то, во-первых, время замедлится, а во-вторых, следующий персонаж одарит супостата особо мощной оплеухой. И если во время этой оплеухи по таймингу опять вызвать другого сопартийца, то комбо продолжится уже с ним. Количество таких халявных ударов в связке, правда, все равно ограничено, после чего следует еще и кулдаун, так что совсем уж злоупотреблять не выйдет. К тому же прием не дает кадры неуязвимости, и даже в замедленном состоянии оппонент может успеть поднасрать и сломать всю связку. Но все это лишь верхушка айсберга, поскольку боевое трио со временем не только становится сильнее и слаженнее, но и обрастает новыми способностями. Новые комбо-приемы и акробатические навыки для Тины, удар массового поражения по земле для Гуру, левитация и телепортация для Айши. И это лишь первое, что мне вспомнилось. Получить же эти способности совсем другой разговор, поскольку для них придется улучшать свою экипировку у кузнеца в городе. Что, в Новой Невае нет никаких кузнецов? Ну так вперед выполнять поручения местных жителей, и они на радостях вам и магазины отгрохают, и кузницу, и ресторан, и даже купели. Да уж, от работы девочкой на побегушках и при очень большом желании не отделаться. А теперь о недостатках. Потому как даже в базовом управлении их набралось больше, чем следовало бы. Во-первых, отзывчивость персонажей вполне соответствует их шарнирной анимации и отдает привкусом топора. Прыжки вязкие, врагов даже касаться нельзя. Да и по части способностей авторы сделали явный перекос в пользу Тины. У нее и двойные прыжки, и умение цепляться за уступы, без которого из некоторых складок местности хрен выберешься. А арсенал боевых приемов такой, что про остальных персонажей можно и забыть случайно. А еще у меня то и дело случался странный баг с управлением, когда память ввода будто бы забывала о своем прямом назначении и на секунду просто воровала контроль над героиней. Увы, я так и не понял, что вызывает этот глич, да и стабильно повторять его у меня не получалось, потому спешу просто на глюкавость игры на релизе. Может, давно уже все исправили, а я об этом только сейчас вспомнил. Хотя, должен признать, над новой Невой разработчики действительно постарались. Несмотря на то, что с технической точки зрения весь город — это просто одна большая декорация на фоне, Нацуме Атари вдохнули в его будничную жизнь столько очарования, что в эту сказочную идиллию аж самому хочется исекайнуться. Впрочем, поначалу такого о нем и не скажешь. Ну, село и село. Да еще и с последствиями недавнего землетрясения тут и там. Зато по мере выполнения квестов и улучшения построек расти будет и уровень жизни. И уже к середине игры новая Невая изменится до неузнаваемости. Везде будет что-то происходить и кипеть фоновая активность. В общем, идеальная штаб-квартира в лучших традициях серии Суикоден. За это Нацуме Атари зачет. Для полного соответствия только мини-игр не хватает. Это все, конечно, здорово, но только ли ради прокачки героев нужен город? Грубо говоря, он нужен для всего. Вот вообще. Без ломбарда вы даже деньги не сможете зарабатывать с продажи трофеев, и придется первое время полагаться на одну лишь зарплату с поручений. А ведь походный чемодан для расходников и сумка для трофеев не бездонны. И да, это разные карманы. И если хочется вытаскивать из данжей еще больше хлама, то будьте добры приносить этот хлам всем, кто в нем нуждается.
Я уж молчу о том, что для добычи дерева, руды, рыбы и мяса нужны соответствующие инструменты, которые тоже надо прокачивать. А чтобы их было кому прокачивать, придется развивать город. А чтобы те, кто их прокачивает, мог их прокачивать лучше, придется улучшать здания, выполняя поручения их владельцев. Замкнутый круг какой-то. Но есть и сугубо приятные бонусы. Например, однажды в Новой Невае откроется таверна, и готовить там будут блюда, перманентно улучшающие те или иные характеристики персонажей. Но чтобы кулинарное чудо свершилось, нужно сначала принести все требуемые ингредиенты. Да и расширение меню через прокачивание заведения тоже никто не отменял. Как вариант, есть еще купели, посещение которых одаривает процентным бонусом к какому-нибудь параметру. Например, к удаче, чтобы из рогов и обстановки больше редких предметов сыпалось. Вообще, в теории, фарм строго определенных видов ресурсов должен до белого коленя доводить, особенно при том, что эти самые ресурсы делятся не только по месту их непосредственной добычи, но и по степени качества. Но этого не происходит. Разработчики сделали так, чтобы все нужные вещи выпадали либо сразу, либо во время еще одного круга почета по локации. Это касается в том числе и сложно добываемых предметов. Говорит вам какой-нибудь рыбак, например, что вы никогда не поймаете такую-то рыбу, при этом указывая рыбное место, где вы можете попытать удачу. Приходите туда, забрасываете удочку, и, батюшки, нужная рыбка ловится с первого же раза. Даже если удочка еще не настолько крута, чтобы в принципе такое вылавливать. И так с большинством квестовых предметов, которые и безо всякого содействия со стороны игрока оказываются там, где надо. Стоит не лениться и пылесосить все, что падает под ноги, забивая тем самым мешок для ресурсов до отвала, и иные подай принести поручения будут выполняться, не успев толком начаться. И если чего-то будет не хватать, а в основном каких-то сверхуникальных ресурсов, выдающихся очень маленькими порциями, на помощь придет обменная лавка, где окольными путями дадут выменить кучу дешевого барахла на что-то полезное. Спасибо, конечно, Нацуме Атари за такой комфорт, но делать игру про фарм без собственного фарма, у меня крайне смешанные чувства по поводу этого. Комфортному прохождению способствует также и быстрое перемещение по ключевым точкам. И если в недружелюбных землях оно представлено редкими, но меткими чекпоинтами, оформленными в виде указательных знаков на дороге, то в Новой Невае авторы позволили телепортироваться между районами города вообще без ограничений. Начнете этим злоупотреблять, и подопечных своих видеть будете только в катсценах. Зато более крутые телепорты между разными биомами понадобится сначала активировать, для чего придется сыграть в простенький аналог игры Pipe Dream на соединение двух конечных точек неразрывной линии, вращая сегменты, в кавычках, трубопровода. И еще, если подцепите от Тины патологическую страсть собирать марки и начнете проходить вообще все доступные фетч-квесты, то игра рискует стать до смешного простой. Хотя, чего это я? Она и так легкая. Герои просто клинически не желают умирать от полученных увечий, да и даже с ограниченным на расходники инвентарем целебных зелий оказывается достаточно, чтобы чувствовать себя спокойно везде и всегда. Система экипировки вообще насмешка. Всего 2 слота под аксессуары и 2 слота под атакующую и защитную магию. Все. И в этом тоже есть такая особая черта Rising. Она не дает поводов ни похвалить себя особо, ни поругать. Зато в режиме, назовем его новая игра плюс, на повышенной сложности игра вдруг понимает, как надо бить по лицу и требовать от игрока хоть какой-то аккуратности. Но сложность эта распространяется лишь на итоговое сохранение. Новую игру на харде не начать. Остается выполнять недовыполненные поручения перед заключительным визитом к главному плохому парню. Даже хваленые элементы Metroidvania нужны лишь для того, чтобы искусственно ограничить свободу перемещения по локациям и добавить еще пару причин вернуться на них во второй половине игры. Кроме очевидной причины собрать еще один мешок всячины. По сути, никакой нелинейности тут нет в принципе. Первое большое сюжетное препятствие в виде груды камней пробивается мечом гуру, а второе препятствие — стихийные кристаллы, просто торчащие из земли, магией Айши. Не только ее, конечно, но магии герои обучаются как раз к тому моменту, когда эти кристаллы начнут мешать идти по сюжету. Впрочем, то, что игра здесь называет магией, в полном виде присутствует только у Айши, в то время как Гуру и Тина просто, как бы сказать, остихиивают свои кулаки. Но, как я уже говорил, Айша со своим колдунством очень ситуативная, и насладиться разнообразием ее способностей, если и выйдет, то со скрипом. Вишенкой на тортике этого хорошего, до приторности вощеного приключения должен был стать сюжет.
от сценариста Persona 2 Innocent Sin и обеих частей Digital Devil Saga Тадаси Сатоми, между прочим. И если смотреть на него в таком контексте, то да, вишенкой он и стал. Для игры, претендующей на звание наследника серии Suikoden, Eiyuden Chronicle Rising как-то не особо заботится о том, чтобы задать тон и настроение для мира, который нам предстоит открыть для себя в полной мере через год. Вместо этого мы получили историю не только крайне локальную, имеющую непосредственное отношение только к одному разнесчастному шахтерскому городу, но и удивительно обычную. Серьезно, разработчики, вас хватило только на очередного злого колдуна, строящего козни против всего хорошего? Этот-то чего на мир обозлился? Витамина D в своем подземном логове недополучает? Не, сама по себе идея в основе-то не только неплоха, но и весьма крипова, если начать о ней задумываться в отрыве от всего остального. Сейчас на экране появится спойлерная часть сюжета, так что если вы вдруг не хотите ее знать, закройте глаза на счет 4. 3, 4. Но с подачей истории явно что-то надо было делать. Безликие бандиты, злое зло, которое злое, потому что злое, и практически святое трио главных героев. Все максимально постно и без зуба. С другой стороны, если все здешние задумки раскрутит основная игра, то может получиться что-то действительно крутое. Впрочем, не все так уныло, и диалоги между персонажами получились очень живыми. И сугубо текстовыми, поскольку на озвучку хотя бы основного сюжета Нацуме Атари пожадничали. Однако лично для меня это не столько проблема, сколько обзорческая необходимость в упоминании. Причем яркими собеседниками получились не только основная троица, но и даже простые аборигены. Авторы понимали, что с местным населением на протяжении 160 квестов «Подай-принеси» придется свести самое близкое знакомство, потому старались разбавить однотипные диалоги как можно сильнее. Да и русская локализация получилась, на удивление, неплохой. Без редких опечаток и еще более редких ошибок с соответствием реплика-персонаж тоже не обошлось, конечно, но общее качество текста определенно выше того, что я ожидал в игре увидеть. Но забывать про трио главных героев тоже нельзя, поскольку именно они и поставляют ударную дозу той самой ламповости, которой разработчики так старательно наделяли игру. На взаимоотношения энергичной Тины до смешного целеустремленного гуру и ушлой Айши просто интересно смотреть, равно как и на то, как герои соревнуются в харизме и перетягивании внимания на себя. И хотел бы я сейчас сказать, что все события Rising можно описать фразой «милые герои делают милые вещи», но игра все-таки находит в себе силы отрастить хоть какое-то подобие шаров. Особенно в этом плане досталось Айше, непосредственно связанной с проклятием, нависшим над городом. Да и знаете, от вида того, как эта спокойная и рассудительная в обычное время девушка чуть ли не истерит на главного гада, по приколу использующего труп ее отца в качестве марионетки, ты все равно чувствуешь, что тебе ковыряют какой-то очень глубокий нерв в душе. Или гуру, ставший наемником ради того, чтобы оплачивать лечение своей полуживой дочери, при этом прекрасно осознающий, что финал у нее все равно один. И он уже скоро. Давайте, добавьте еще страдающих детей, сломайте Кардиналыча полностью. В этот же котел художественной постности я вынужден закинуть и саундтрек, не отличившийся практически никаким звуковым или идейным разнообразием. Меня и вообще удивило, что Нацуме Атари могли допустить создание чего-то настолько обычного с их-то ресурсами. Но взглянув на титры, я нырнул в кроличью нору куда более глубокую, чем поначалу ожидал. А дело в том, что саундтрек написал Такаси Судзуки. Вроде как далеко не самый последний музыкант-электрончик. Еще с конца 90-х пытающийся покорить японские и не только танцполы своим преджазованным техно. И послушав несколько треков с его альбомов компиляций, я могу с уверенностью сказать, что по качеству они на голову выше того, что музыкант выдал в Rising. То ли Сузуки-сан так и не вклинился в специфику написания игровой музыки, что странно, поскольку ранее он уже сотрудничал с Нацуме Атари при написании саундтрека для Kamen Rider Memory of Heroes, то ли попросту схалтурил. Но при всей своей никакущести саундтрек все-таки способен предложить парочку интересных композиций.
Тема новой Неваи, например, хоть и не отличается какой-либо оригинальностью и целиком построена на пиццикато и прочих отрывистых звуках, создающих легкую атмосферу, за все время так прочно въедается в мозг, то ее оттуда потом с хоркой не извести. Другое дело размашистая лесная тема, которая полностью соответствует всем высоким стандартам композиций чащ и лесных массивов, заложенных многими поколениями JRPG. Зато теме финального босса удалось прям выделиться на общем фоне не только саундтрека Rising, но и шаблонов жанра в целом. Для столь кульминационного момента композиция не только начисто лишена боевого настроя, но и выполнена в более мистическом ключе с полнейшим музыкальным минимализмом. Создать динамику пытается одно лишь фортепиано, обтянутое ревербом, и только лишь под конец появляется мясная часть в лице чисто электронного пэда. Нечто подобное в жанре я мог бы ожидать только от Дюни Накано. И пусть саундтрек в целом вызвал лишь чувство зевоты, все же именно благодаря нему я отметил для себя нового музыканта. Надо уже обзор и заканчивать. Из Eiyuden Chronicle Rising получился неплохой аперитив перед основным блюдом, но название чего-то большего игра даже не попыталась претендовать. Симулятор работы безотказной девочкой на побегушках, наряженный в неплохую графическую оболочку и укрепленный простым сюжетом и такими же простыми, но запоминающимися героями. Посмотрим, что нас ожидает в основной игре уже от самого Мураямы и компании. Списывать Eiyuden Chronicle 100 Heroes со счетов пока рано. Давненько уже роликов не делал. Думал, отвык совсем, а нет. Традиционно отдельная благодарность отважным меценатам, бустанувшим мою мотивацию в стратосферу на сервисе Boosty, Павлу Василевичу, Александру Климову, Щепачу, DNA, Владимиру Королю, дважды, не знаю, как он это сделал, Георгию Терентьеву, Крейту в квадратных скобочках, Никите Радостеву, Артему Черкасову, Серджио The Dreamer и Джеку Фейдеру. Вы, ребята, просто супер. Всех люблю, всех обнимаю. Ну а пока, пока.